Старший партнер и ментор Кион Бизнес Клаб Еркин Татишев. Аплодисменты! Да, я, наверное, чуть ближе подойду. Глаза светят. Добрый вечер, друзья. Конечно, после Жумадил-ага не просто выступать, он зарядил вас, он отлично выступил, очень рад. Он называет себя начинающим спикером. Я не знаю, что он будет через 5-10 лет. Да? Поэтому... Но сегодня мне задавал вот Адилет, мне сказал известный YouTube-блогер Киргизии, зачем вы приехали в Казахстан, в Кыргызстан, извиняюсь, сейчас на этот форум. Я там давал разные ответы, но на самом деле, послушав Жумадил ага, я могу сказать за этим. Я его с удовольствием послушал. И это уже стоило того, чтобы приехал. Говорил бы я спикером или просто приехал участником послушать. Это стоит того, чтобы послушать. Это настоящий батыр, настоящий агас, старший брат. Я нашел родственную душу, я очень рад увидеть. Всегда, когда где-то встречаешь родственную душу, тебе становится жить легче, интересней. Поэтому ради этого уже стоило приехать в Бишкек, в Кыргызстан. И, конечно, очень теплая, хорошая атмосфера, погода, как бы между дождем и солнцем. Но нам всем тепло. Спасибо организаторам, спасибо Лейла за приглашение. Давайте начнем, наверное. Тему сегодня задали организаторы не такую простую, на самом деле. Она звучит как бы просто. Но, как все простое, настоящая простота очень сложна. Поэтому Dream Team мы говорим. Кто-то говорит команда мечты. Я говорю команда за мечтой. Да, здесь немного обо мне. Я не буду перечислять это все, вы слушали. Я сам впечатлился на этом видео. Отличная работа, ребята, рахмет. И от себя могу добавить, что я сын врача и учителя. Вырос в южном городе Кентау, там 70 тысяч населения, небольшой, но очень отличный, интеллигентный, шахтерский город. Пятым ребенком в семье, младшим сыном, поэтому всю жизнь живу с родителями, слава Богу. И получил воспитание всей своей семьи. В какой-то степени был опытным кроликом для своих братьев и сестер, конечно. Но основное воспитание получил, конечно, от родителей. И это хочу очень важно отметить. Как раз и Жумадил ага об этом сказал. Я воспитанник своей бабушки. Это мама моей матери, которая жила в нашем доме. И дедушки отца моего отца, который фронтовик, прошел 3 войны и жил в 20 километрах от города. И каждое лето я проводил у него. И вы видели, что я рано бросил, рано начал, там какие-то успехи пришли достаточно в раннем возрасте. Я могу вам сказать не потому, что ты такой талантливый, или вот вдруг ты, там, Бог тебя поцеловал куда-то, или еще что-то там, какая-то генетика, супергенетика. Наверное, что-то где-то это есть, но вот эта сила воспитания 3 поколений,
которая в какой-то сегодняшний день часто недооценивается, я вам скажу, что это большая сила. Бабушки, дедушки закладывают те вещи, которые родители никогда не заложат, не смогут. Опыта еще нет, каких-то еще нет, просто заняты, много работы. И они закладывают те зерна, которые ты в 20 лет ведешь так себя, как будто это ты 3 войны прошел. Как будто это ты был ветераном войны или там фронта, или был тыла, и работал на колхозных полях, и голодал, и воевал. Понимаете? Так, чтобы вы знали, что сила бабушек, дедушек очень большая. Просто имейте для себя это в виду, цените их, берегите, насколько возможно, и давайте им возможность общаться с внуками как можно больше. Они заложат те вещи, которые процветут через 20-30 лет, но они будут очень важны. Да, я основатель и лидер Кусто Групп. Этой компании мы уже считаем таким неофициальным годом основания 2002 год, когда мы встали на свой путь развития. С командой я встретился где-то в районе 96-х, 95-х, 7-х годах. И, кстати, Иссык-Куль сыграл важную роль. Наша дружба зарождалась где-то на берегах Иссык-Куля. Иссык-Куль был моим первым большим таким озером, морем, которое я встретил. Я же с южного города, у нас нет там морей, нет выхода, а Казахстан закрытая страна. И вот первый, когда я приехал, и как степной пацан такой, увидел море, увидел озеро и был впечатлен, и это была такая большая радость. Так что в основе Кусто Групп есть капли иссык-кульской воды, которая помогла этому зерну прорасти. Рахмет. И, конечно, я не могу не отметить Чингиза Айтматова. Было написано, что я читатель. Я вырос с Чингизом Айтматовым вместе. И, конечно, те зерна, которые он откладывает в своих читателях, это тоже очень... Я не знаю, как он родился, как он пришел к этим мыслям. Вообще необъяснимое чудо. Но это удивительное богатство Киргизии. Хоть Киргизия в мире, наверное, сейчас почему-то известна как страна революции. Ну, это на самом деле какое-то ошибочное мнение. Эта страна должна быть известна, конечно, Иссык-Кулем, Чингизом Айтматовым и такими батырами, как Жумадил Ага. И я думаю, много батыров растет сейчас и батырш в этой стране. Это самые правильные герои. Да, об этом уже было сказано. У нас компания сейчас более 1,5 миллиарда оборота. Честно говоря, вот Ларион говорил, сколько у него компаний. Я не знаю, сколько сейчас компаний. Просто потому что дети растут, у них появляются свои дети. И по казахской традиции мы не считаем внуков. Кости мессендеп. Но в целом мы растем, двигаемся. Самое важное, наверное, это так чуть-чуть впечатляет. Но на самом деле это все складывается. Когда все складывается, конечно, совокупный результат всех впечатляет. Это как ты встречаешь древнего старца, конечно, видишь 100 лет жизни, 80 лет тяжелой жизни, это впечатляет. Но это все складывается из каждого года прожитого. Поэтому для самого старца, наверное, ему кажется, вот как сейчас мне говорит 45 лет, я такой, действительно 45 лет. Хотя в душе чувствую себя 25-летним. Но вот так бывает. Поэтому, несмотря на обороты компании или там на сколько у нас сотрудников работает, я такой же предприниматель, как вы. Также думаю, волнуюсь, надеюсь, работаю. То есть, чтобы не понимали, на самом деле ни обороты, ни размеры не меняют личность человека. Просто это твое подтверждение твоего пути, твоих результатов. Тема очень такая интересная, Dream Team. Да, команда мечты, многие говорят. Я сказал, команда за мечтой. Поэтому, она состоит из 2 слов. Слово Dream и слово team, да. И для меня все начинается с дрима, то есть все начинается с мечты. Потому что если вы хотите dream team, вам нужна настоящая мечта. И я хотел бы об этом чуть-чуть поговорить, чуть-чуть поделиться своим опытом. Я не пытаюсь учить, я не там лектор Big University или еще других. Я просто делюсь с вами опытом, если вам будет полезно, я буду очень рад. Это очень известный человек, да, в мире. Я не знаю, кто-то узнал его, наверное, кто-то, может, нет. Но именно его ассоциация является ассоциацией со словом «мечта». Хотя, казалось бы, почему, да? Но это Мартин Лютер Кинг. И его речь
Если вы ее не слышали или не читали, почитайте и послушайте. I have a dream, да, у меня есть мечта. Эта речь изменила многое в жизни мира. Речь проповедника, конечно, человека, свято верившего в честность, в равенство возможностей, в равенство рас. Но вот слово «мечта» и слово Мартин Лютер Кинг, это для меня сейчас совместилось. Когда я услышал Dream Team, Dream, я подумал о нем. И когда он говорил об этой мечте, и когда вы думаете о своей, я подумал о своей, то на самом деле для меня, вот я просто поделюсь то, что я чувствую, для меня это трансформация реальности. Для меня это то, что вы можете изменить в этой жизни. Не просто какие-то мечты отвлеченные, которые бывают, я не знаю, это может быть просто желание, еще чувства, ощущения, а им настоящие мечты. И вы понимаете, что вы должны их осуществить почему-то. Вы должны за ними пойти. Они тебя зовут. И ты ничего не можешь поделать. Это не так, как-то какая-то обоюдная игра. Ты мечта, и вот вы как-то живете и вот мучаете друг друга, но ты в конце концов должен выбрать этот путь. В этом сила хорошей мечты, в этом сила настоящей мечты. И все мы проходили, конечно, через детские мечты. Я тоже проходил и тоже был маленьким ребенком много лет назад. И где-то на 10 или 15-летие выпуска школы мой преподаватель, классный руководитель вернула мне сочинение 1 класса, которое я написал, когда научился читать. И оказывается, это было сочинение, кем я хочу стать, там, мечты и все прочее. Но удивительно для меня было открытие. Я, конечно, этого не помнил, что я писал, о чем я писал. Но когда я прочитал, я вспомнил момент, как минимум, что я сидел, о чем я думал. И удивительным образом те мечты как-то совпали. Тогда не было предпринимателей, тогда не было бизнесменов. Да? Это был 83-й год, такой хороший застой, советский год. Страна шла к коммунизму, к всеобщему счастью. Как-то так было все еще так. Я говорю, что это были хорошие годы Советского Союза. Такие застойные, но крепкие. И там не было частной собственности, никто даже думать не мог такое, что предпринимательство, частный капитал, заводы, фабрики, пароходы, там, строить, это. Но все, что я написал в этом сочинении детскими словами, на самом деле оказалось это то, чем я сейчас живу. Занимаюсь предпринимательством, строим заводы, покоряем страны, путешествуем, радуемся друг другу, воюем с конкурентами за экономику. То есть на самом деле такие большие войны в мире кончились, но есть экономические войны между компаниями, между странами, между обществами, они никуда не делись. И вот мы, как предприниматели, мы участники этой войны большой за счастье своего народа, своей компании, своей семьи, своей земли и в целом мира. Да? То есть это такое непрерывное движение. И это оказалось, что все я написал еще в 7 лет. Так что я просто хотел с вами поделиться, сам удивился и сказать, что я был младшим ребенком, моему отцу тогда было уже под 50, когда я написал это сочинение, мама тоже была взрослая, за 40. И поэтому, понятно, они, наверное, или не заметили, или были великими мотиваторами, не стали мне говорить, это нельзя, это можно. То есть, поэтому не трогайте детские мечты. Чтобы ваши дети не мечтали, примите их. Кто его знает, как все это пройдет. Мир в этом плане непредсказуем, открыт и интересен. И чудеса случаются. Кто бы знал, что парень из Южного Казахстана, из семьи врача и учителя, будет вот так по миру ездить, давать на Big Money Forum в Бишкеке большую речь перед 1000 людей. Ну, и это невозможно описать, это невозможно предсказать. Но это происходит. Так что пусть дети мечтают. Не трогайте их мечты, не влияйте на них, пусть они мечтают. Я начну с более конкретики. Здесь вот есть слово Житегора, наверное, многие из вас не слышали его. Это город, отличный город в северном Казахстане. Это был мой настоящий университет и моя первая мечта. Такая большая мечта, настоящая. Меня туда забросило вот в 20-летнем возрасте с командой друзей, партнеров. И у меня была мечта, на самом деле, я здесь повторюсь за Жумадил ага, то, что он говорил, он не мечтал о деньгах. И я тоже не мечтал о них.
Я мечтал вернуть этому городу просто мир и покой. Хоть какое-то богатство, чтобы туда пришло, чтобы людям платили заработную плату, чтобы мы восстановили дороги, вот потом построили мечеть, церковь, там много чего мы в этом городе построили, чтобы люди жили хорошей жизнью. Вот о чем я мечтал в 20 лет, честно скажу. Вместе со своей командой и с 5000-ным тогда коллективом комбината. И мне было там чуть больше 20 лет, и это все после 10 лет, ну там 7-8 лет после Советского Союза, развала. И это были тяжелые 90-е, если вот сейчас там о них говорила Джамиля, и ага о них помнят, да, что это были там и все, и бандиты, и пятое, десятое, разруха, убийства, наркотики. Джита брала чемпионом Казахстана по убийствам тогда было. Ну, понятно все, на основе наркотиков, алкоголя, безнадежности. И я был в одном лице и руководитель комбината, и как мэр города, по сути, да, то есть за все это отвечал. И вместе со своей командой мы каждый день решали проблему, как выжить, как жить, как пойти дальше. Но была эта мечта. И все казалось очень безнадежным. Честно говоря, глазами сейчас взрослого человека, сейчас посмотреть, это все какое-то, ну кажется, как это все возможно. Отрасль, пятое, десятое, люди. Это все в те годы, когда и с интернетом не было, и знаний не было, и понимания, и опыта. Какой опыт у 20-летних ребят? Но у нас окружали ветераны, профессионалы своего дела. Надо было собраться командой, мечтой. И вот Джитагара научила одной вещи, что все возможно. Вы сможете преодолеть многие вещи, если захотите. И вторая вещь, то, что мечта должна быть больше, чем вы. Чем вы сам, чем вместе вы командой. Это должно быть то, что объединяет многих. В тот момент это объединяло город, индустрию и еще наших партнеров по всему миру. Это было очень важно. И ты ради этого встаешь, спишь, просыпаешься, можешь по 24/7 бегать, работать, убеждать, кричать, драться, проливать кровь. Все это было. Но когда у тебя есть мечта, и она не твоя личная, и не там, маленькой группы людей или маленькой семьи, она такая большая, настоящая, сильная. Это вот мой вывод, я хотел с вами поделиться. Да, здесь немного. И это же Джитагара научила нас, когда мы справились с одним. Ну, мы же кочевники, мы казахи, мы намады, да, мы степняки. Нам захотелось повидать мир. В детстве каждый мечтает, я думаю, ребенок, повидать мир, слетать к Марсу или там просто объехать страну, проехать моря, найти друзей, освободить принцесс. Это живет в тебе. Хоть ты взрослый, мы все внутри еще остаемся с детьми, да, в какой-то степени, в хорошем смысле. И, конечно, это вот нас потянуло по миру. И когда сейчас спрашивают меня: Еркин, зачем вы, почему работаете в стольких странах мира, как, что? Я говорю, не знаю, дух позвал, дух кочевника, степь позвала. Мы захотели посмотреть на мир, но не как туристы, не как просто там студенты ходить по улицам. Потому что самое лучшее путешествие – это через бизнес. Так по-настоящему ты найдешь друзей и врагов, так ты найдешь хорошую команду, так ты узнаешь настоящую культуру страны, узнаешь все ее сильные, слабые стороны, будешь жить вместе с ней, создавать продукты. То есть это прекрасное путешествие, поэтому если у вас есть возможность двигаться в мире, не только в Кыргызстане создавать, а выходить за его пределы, поверьте мне, из путешествия вы никогда не вернетесь тем же человеком. И самое лучшее путешествие – это делать бизнес в разных странах. Да, будет больно, будет непросто, всякое будет, не знаю, можете и не выдержать, но зато вы вернетесь с другим человеком. Это очень важно тоже. Это тот путь, который очень важен, чтобы он изменил вас, но вы, соответственно, измените мир. То есть, поэтому путь кочевника рекомендую. И я бы хотел рассказать еще о нашей мечте, которой мы сейчас занимаемся как группа, вместе с целой группой партнеров наших уже из мира. Это когда мы попутешествовали 20 лет, мы работаем в разных странах мира. Наше путешествие началось с Казахстана, потом Россия, Украина, Грузия. Мы попали там на Юго-Восточную Азию, Сингапур, Вьетнам, попали в Израиль, там, в Италию, Канада, там была Турция, Дубай, Китай. То есть много стран. И вот по кругу, набравшись опыта, знаний, партнеров, компетенций, капитала, заработав деньги,
Каким-то образом мы опять вернулись в Казахстан, и сейчас вот у нас есть мечта трансформировать страну через трансформацию агроиндустрии Казахстана. Я не люблю слово «сельское хозяйство». Сегодня мы говорили с друзьями об этом. Это какое-то советское слово, какое-то оскорбительное, да, там, село, какое-то там хозяйство. Это твоя родная земля. И восстановить ее, заставить ее процветать, не заставить, а помочь ей процветать, найти все эти решения, для меня это очень важно, для нашей команды это очень важно, это наша действующая мечта. И это долгий путь, это еще мне надо работать следующие 20-30 лет. Но я посмотрел на Ага и подумал, ну ничего, поработаю. То есть он в хорошей форме, есть куда поработать. Но самое важное, что в Казахстане у нас 200 миллионов гектар для того, чтобы агроиндустрия процветала. Я видел то, что называется Средний Запад, США, Midwest. И США где-то это 260 миллионов гектар для того, чтобы развивать агроиндустрию. Плюс-минус там что-то там. То есть не так много, чем мы. При этом они кормят там 350 миллионов своих людей и еще там огромное количество людей по экспорту. Казахстан может это делать. Мы можем кормить мир. И поэтому здесь написано «Feed the world», да, «Корми мир». Я верю, что это наша, в том числе, Богом данная и предками сохраненная размер земли. Да, Казахстан это 6 Франции, это на самом деле большая страна. И для этого они ее сохранили, чтобы мы не сидели как дураки, а именно производили, работали и кормили мир. А они будут нам давать что-то другое. В каждой стране, у каждого этого есть свое, чем обменяться. Мир должен торговать, кооперировать, но мы можем кормить мир, тем более сейчас на 7 миллиардов, будет 8, 9, 10 миллиардов. Вопрос еды будет вставать. Но еще вопрос будет вставать качественной еды, вкусной еды, органической, такой честной, натуральной еды. И вот Казахстан это как раз земля, созданная для очень вкусной еды, для очень правильных продуктов, с новыми технологиями, с новым подходом, с новой наукой, с генетикой. Это все можно сделать с хорошими партнерами. Сейчас у нас приходят на эту мечту и американские партнеры, и европейские партнеры. Все настоящие компании, у которых есть настоящие ценности, они с удовольствием это видят и приходят. И это еще раз подтверждает, что нужна сильная мечта, нужна настоящая мечта. И тогда партнеры, люди, команда начнут каким-то образом собираться. Так что здесь несколько фраз, каждый найдете свою или прочтите. Но это я еще раз просто здесь повторюсь. Да, то есть вы хотите Dream Team, найдите свою Dream. Найдите свою Dream, пусть она будет сильная, пусть она живет в вашем сердце, пусть она вас волнует, как красавица молодая вам в 20 лет волновала, не давала спать по ночам, по утрам, ты бежал к телефону. Вот так пусть она вас волнует, возбуждает, заставляет делать и в сложные годы, и в холодные времена, и под огнем, чтобы вы все это могли делать. Но нужна мечта, поэтому мечтайте. А мы теперь перейдем к следующему пункту. Да, мы перейдем к команде. И сама идея Dream Team, вот когда там я прочитал, что вот такой форум, и меня просят выступить, и идея Dream Team, я сразу вспомнил команду моей молодости, когда я услышал, что такое Dream Team. Это 92-й год, Олимпиада, это сборная США по баскетболу. Да, это отличные ребята, мастера своего дела. И настоящий Dream Team. Тогда США в первый раз решила, они всегда посылали студентов на Олимпийские игры, хотя они родоначальники баскетбола. И они первый раз решили послать настоящих мастеров, профессионалов, да, с NBA. И вот сразу собралась на зов команда мечты, за мечтой, за олимпийским золотом. Здесь вы ее видите. И об этом я бы хотел поговорить немножко. Сегодня много было разговоров о команде. Каждый спикер сказал очень важные слова. Там у них у каждого была отличные мысли, отличная мудрость внутри. Надеюсь, что они у вас все останутся или где-то в голове сохранятся, когда-то вам помогут. Что я хотел сказать, что на самом деле каждый из них когда-то был ребенком со своей мечтой. Там, попасть в NBA, в сборную США, пойти за олимпийским золотом, там, заработать деньги, стать звездой. Но они были обычными людьми, детьми со своими мечтами. Но они трудились ради этого.
Я даже не представляю, сколько труда, крови и пота пролили эти ребята, чтобы оказаться там, где они оказались. Так что это, если вы идете за мечтой, это долгий путь, путь крови и пота, но это формирует кого? Кого мы сейчас видим здесь, и они еще в разных футболках. Это именно показывает, что мы видим, и это вот та мысль, которую я хотел поделиться на опыте Кусто, на личном опыте, вот то, что за последние 25 лет в бизнесе я понял, то, что Dream Team — это команда лидеров. Видите, они каждый стал лидером своей жизни, лидером своей команды. Потом они объединились за большой мечтой. Они стали лидерами. Это такое сейчас, с одной стороны, очень изъезженное слово, с одной стороны, на самом деле, очень важное слово. Все зависит, как вы к нему относитесь. Вообще все в жизни зависит, что вы цените. Если вы будете ценить правильные слова, они для вас станут медом и ценностью. Если их так просто употреблять, они станут банальностью. То есть это как бы ваше отношение меняет это. Я бы сейчас хотел поговорить, кто такой лидер. Почему ты должен быть лидером? У казахов есть такая пословица «Сегіз қырлы, бір сырлы». Не знаю, в Киргизии есть такая пословица, и все ли понятно, но я думаю, что у нас очень близкие языки, и вы меня уже поняли. Но на русском она звучит «8 граней, одна суть». Сыры-бір. Суть одна, но 8 граней. И мы для себя в Кусто определили эти грани человеческой личности, человеческого характера, которые очень важны для лидера. И даже одна пропущенная черта каким-то образом сломает лидера в сложное время и сломает, может быть, команду и, может быть, дорогу к мечте. Поэтому очень важно быть. И об этом сегодня много раз говорили. Разные спикеры в разных словах, в разных формах. Я здесь чуть-чуть все это скомпоновал. Важно быть смелым. Очень важно. Очень важно быть честным. На самом деле. И это касается и бизнеса, и самого человека. Щедрым. Очень важно. Я думаю, здесь женщины сидят, они все поймут, что женщины любят щедрых мужчин. Но на самом деле щедрость — это относится ко всем. Это очень важное качество характера. Быть щедрым во всем, со своим временем, отношением, своей силой. Ответственный, конечно. Нам нужны ответственные ребята, которые отвечают, девчонки, которые делают свое дело. Нам нужны энтузиасты. Это страсть, это энергия, это упорство. Это может только энтузиаст, на самом деле любящий это. Пусть он не умеет что-то, пусть у него нет достаточной квалификации, он еще не эксперт. Он станет экспертом, потому что он энтузиаст. И потому что он умный. Потому что он умный. И умный — это очень такое непростое понятие, когда ты ребенка или человека называешь по-настоящему умным. Это не начитанность, это не дипломы, или сколько вы тренингов прошли, или сколько бизнес-курсов вы выслушали, или сколько бизнес-тренеров. Ум — это действительно твоя возможность, как ты умеешь решать проблемы. Насколько ты креативный, насколько ты любознательный, насколько ты ищешь все время, интересуешься всем новым и старым, и что происходит. И вот здесь есть выражение lifelong learner, на русском сложно перевести его. Но это такой учащийся всю жизнь, да? То есть вечный студент, но в хорошем смысле. Не тот, который вечно пропадает в университетах, а тот, кто учится в этой жизни. Смотрит на нее как студент, не тот человек, который понял себя и все, и думает, что он понял истину в последней инстанции. Мы все студенты, я у себя считаю студентом, идущим просто на пути понимания, что есть жизнь. Вот Ага подтвердил, что он еще учится. Это отлично, и он учится в свои годы, я учусь в свои. Это очень важное качество. Очень важно быть humble. Вот это очень сложное слово. Мы долго думали, как его понять. Мы много используем английских слов. У них есть свое богатство в языке. Ну, в русском это мы так для себя определили. Это как быть осознанным, быть скромным и быть терпеливым. Терпение — это вообще один из ключевых качеств и человека, и компании, семьи. Казахтар айтады, сабырдың түбі алтын. То есть на дне терпения золото. Поэтому быть терпеливым, уметь терпеть. Тимирлан называл, когда его спросили, что такое мужество, он сказал, это умение терпеть в сложной ситуации.
Великий полководец знал, о чем говорить. Поэтому терпение — это и быть терпеливым по-настоящему, потому что без терпения не вырастить хорошего ребенка, не вырастить хороший урожай, не создать хорошую компанию, не создать хороший продукт, не построить хорошую страну. Невозможно. То есть на все нужно время, на все нужно силы и терпение. Да, и, конечно, надо быть свободным. Ага об этом хорошо сказал в ответе на вопросы, что свобода — это ключевое качество лидера. Он свободно мыслит, у него свободная душа. Он на все не смотрит из узких рамок, неважно, религии, традиций или еще что-то. Он свободен по-настоящему. В мыслях, самое главное, в чувствах, в делах. И эта свобода будет чувствоваться, и она очень привлекательна. Люди ради свободы жизнь на кон ставили, даже не задумываясь. То есть ради свободы, все мы знаем, случаются разные вещи. И даже я думаю, что революции в Киргизстане на самом деле случаются ради свободы, просто приобретают разный характер. Но свобода всех манит. Это настоящая ценность. Она очень важна для жизни страны, для человека, для семьи, для компании. И у нас, конечно, станет вопрос: да, лидеры, да, есть лидеры, да, ты сам стал лидер. И это еще очень важный вопрос о ролевой модели. Здесь я вижу много предпринимателей по их вопросам сегодня, что они многие хотят делать бизнес, многие уже делают. И вы хотите иметь Dream Team, у вас есть мечта, и у вас, да, но вы должны быть лидером. Да, вы сами должны стать ролевой моделью и все время проверять себя. И у меня есть это, я делаю так, я чувствую так. Это тоже большая работа. Это не так, чтобы ты один раз стал, и это всегда продолжается. Нет, нет, вы будете делать ошибки, вы будете сходить с пути, делать шаг назад, потом вперед, и это будет у вас процесс. Вы человек, это нормально будет. Белый волк борется с черным волком, но находите в себе силы возвращаться к настоящим силам, качествам, к своей силе. И вот разница Dream Team, то есть, да, и там можно, банда на улице, тоже команда, по сути. У них тоже есть лидеры, и там тоже есть вполне крепкие ребята. Какая разница? Но вы собираетесь, это команда сильных. Вы собрались, сильные ребята, девчонки, чтобы идти за большой мечтой, менять реальность. Это не сборище слабых. Любая банда — это сборище слабых, поэтому вместе им кажется, что они очень сильные и не могут на других повлиять. А на самом-то деле собираются команды по силе, по желанию вместе собраться, сообщество сильных, для того, чтобы менять реальность. И они собрались для чего? Здесь есть такая африканская пословица, вы все видите, что, конечно, быстро, если хотите что-то сделать, это всегда одиночество. Даже быстрый секс — это вы один на один, в принципе, получите удовольствие. Но если вы хотите на самом деле важные вещи, вы должны это делать вместе. Вы должны. И чем больше команда, тем дальше вы дойдете. Тем вы друг друга будете поддерживать, идти во главе. Потому что лидерство — это тяжелое бремя. Вы должны иметь замены, вы должны менять друг друга, поддерживать. Это такая большая работа. Вы это увидите. Поэтому, раз вы вместе, раз вы лидеры, вы идете за далекой целью. Сейчас я бы хотел поговорить о принципах построения команды. Как же теперь лидерам взаимодействовать? Что такое? Вот есть мечта, вот есть лидеры. Как-то вы друг друга нашли, верите, что вы нашли. С чего начинать? Конечно, сегодня об этом хорошо говорил и Ларион, и другие спикеры. Да, доверие – очень ключевая вещь в жизни каждого человека, в жизни семьи, в жизни компании. И тяжелая же вещь в эту сторону. То есть оказывать доверие – это очень непросто, доверять друг другу. И ты знаешь, и поверьте, у меня сердце в шрамах, много материальных потерь, всякое бывало. То есть люди могут не оправдывать доверие, всегда бывает. Бывает, шайтан их сведет в сторону, или они поддадутся слабости, или еще что-то случится. Но это, честно говоря, вот я вам просто 25 лет работаю, 25 лет делаю, вот мы идем куда-то по нашему пути. И могу сказать, что доверие всегда себя оправдывает в длинную. Всегда это самый лучший рецепт начала.
Вы должны доверять, вы должны сделать эту некую предоплату друг другу. Сказать, что я верю, я доверяю, и это для меня ценность. И я берегу твое доверие тоже. Это тонкий хрусталь, который надо беречь друг у друга. Поэтому семьи, построенные на доверии, они живут счастливо. У них в конце концов всегда будет любовь. Процветать, идти на какой-то следующий уровень. Общество, построенное на доверии, становится богатым обществом. Поэтому и компании, построенные на доверии, как ключевой ценности, тоже обязательно через тернии, может быть, сложности, и все будет непросто, но дойдут к своим целям, к реализациям своих мечт, которые у них есть. И, конечно, вот, ну, там была рука ребенка, я хотел, но вы ее все видели. Хотел еще раз, да, что она не просто так там стоит, потому что самое главное доверие, когда ты рожаешь ребенка по своей воле, ну и воле Аллаха, что Он тебе полностью доверяет. Он даже не может есть, пить, что-то угодно делать. И это такое полноценное доверие. Мы этому должны учиться у наших детей. Как они оказывают доверие миру, своим родителям, своей семье. Поэтому, если вы сможете быть таким ребенком, с таким сердцем, да, будет непросто, да, будет, но у вас будет большое сердце. Оно стоит того. И, конечно, очень важно взаимодействие команды. Очень важно то, что на английском называется collaboration. И есть некие внутри правила этих отношений, взаимодействия. Потому что команда — это взаимодействие, это люди, эмоции, отношения, это действие, это работа. И, конечно, очень важно разговаривать. Здесь вот написано на английском effective communication, эффективные коммуникации. Звучит чуть-чуть, может быть, официально. В нашей жизни мы говорим об этом. Уровень общения на разных, уровень отношений, коммуникации на разных уровнях. Казахи говорят, что друзья, не общаясь, становятся врагами. Враги, общаясь, становятся друзьями. Поэтому общение – ключевой фактор построения в команде. С другой стороны, здесь есть strengths-based collaboration, то есть, да, ваши взаимодействия, но основанные на, и это очень важно, я здесь чуть-чуть подчеркну, основанные на сильных сторонах друг друга. Все мы очень разные. У нас у всех есть свои сильные. Кто-то чуть более смел, кто-то креативен, кто-то более добрый, возможно. Не знаю, у нас у всех разные скиллсы, компетенции, какие-то сильные стороны. Видите друг друга хорошие, видите друг друга сильные стороны. И старайтесь в рамках этого взаимодействовать. Если даже муж и жена друг друга видят хорошее, у них вырастет отличная семья. Если они критикуют друг друга за все недостатки, ну, мы полны недостатков. Каждый из нас, из вас, из меня море недостатков, самых разных. Но если все время мне, даже взрослому человеку, тыкать в них, поверьте, я не буду очень счастлив и продуктивен, а не то, что просто развивающаяся компания, ребенок. Да? Вот. Это очень важно по отношению к детям. Видите хорошие стороны, хвалите их и не ругайте за плохие. Просто аккуратно старайтесь методом ролевой модели, методом показа, как надо быть, переучивайте их. Будете просто критиковать, вы забьете ребенка, вы забьете своего сотрудника, вы забьете отличного лидера. Даже лидера можно забить в угол. Это знаете об этом, поэтому фокусируйтесь на его сильной стороне. В любви говорят, за что ты его полюбил, за что ты ее полюбил. На этом и фокусируйтесь, и это вырастет еще большие черты характера. И, конечно, в команде, в хорошей команде, как и в хорошей семье, не надо бояться конфликтов. Вы должны конфликтовать время от времени. Это будет. Вы спорите о продукте, о будущем, о прошлом. 5-10 вы разбираете, какие уроки вы выучили, что получилось, что нет. Это нормально, это эмоции, мы люди. Не бойтесь конфликтов. Поэтому важна ценность быть смелым. Смелым по отношению друг к другу. Говорить правду, выслушивать эту горькую правду, говорить об этом и переходить на следующий этап. Но сама атмосфера компании должна быть conflict welcome. Ничего не скрывать, а обо всем говорить. Ну, как и в семье, на самом деле. В семье хорошие тоже говорят обо всем, ничего не скрывая. В плохих семьях все скрывается, и в один день это все выходит. И потом это очень сложно вылечить. Часто невозможно. И о третьем принципе я хотел поговорить. Мы на английском написали, да, diversity. Это на русском имеет такое несколько переводов, но самое важное — это многообразие и разнообразие.
И когда мы говорим о разнообразии, мы говорим о разном опыте, о разных характерах, о разных культурах, о разных компетенциях и навыках, которые должны быть у этих лидеров, у этой команды. Это очень важно, это многообразие и разность. Мы это выучили в Казахстане, потому что в какой-то степени сами казахи, как народ, соединили 40 разных родов, по сути, наций, и решили стать одним большим народом, что 500 лет больше назад, да, там, казахами. Хотя до сих пор есть там трайбализм, роды, делимся где-то иногда, смеемся друг на друга. Для кого-то это очень серьезно, но сейчас мы один народ, но это соткано из 40 разных и, может быть, больше народов. И также там за время Советского Союза Казахстан стал тоже таким потом. Я думаю, и Киргизия была, когда много наций были высланы. Корейцы, ингуши, чеченцы, украинцы, немцы, русские. Да, то есть это все пришло, и это создало очень большую атмосферу разнообразия, многообразия культур. Это на самом деле очень ценная вещь. То есть нельзя быть однообразными. Не стройте компанию одинаковой культуры людей, одинаковой фамилии, одинаково как выглядят, маленькие, большие, там неважно, красивые, некрасивые. Все должны быть разными. Это очень важно для по-настоящему Dream Team. Я говорю не просто о команде, я не говорю не просто о какой-то там, чтобы просто там чуть-чуть заработать денег на жизнь, на это. Я говорю, вы хотите Dream Team, уважайте многообразие и разнообразие. И принимайте людей с самым разным опытом, самой разной культурой, характерами, с самыми разными компетенциями. Здесь вы видите, это все живые, это не интернет-фотографии, это все живые люди, у которых сейчас стоит большая задача. Это преподаватели и руководители Хай-Тек Академии, вот, первой инновационной школы в этой части мира, которые строят ролевую модель будущего казахского образования, школьного образования. И они идут через путь проб и ошибок, делают очень серьезные вещи, очень серьезные результаты, и при этом это процесс. И вы видите, что они все представляют разные культуры, возраста, гендеры. Это разные люди, и в этом есть сила. Поэтому, если вы хотите действительно делать серьезные, сложные вещи, идти к серьезным, сильным мечтам, вам нужны diversity, вам нужно многообразие и разнообразие, и уважение к этому. Здесь все это вместе мы объединили. И, конечно, об этом отлично сказал Жумадил ага, что должна у нее есть своя корпоративная культура. На базе этих принципов, конечно, каждый должен создать свою корпоративную культуру. Нас лучшие профессора стратегии в мире учили. Один из них Эрик Фламгольц, вот профессор UCLA в Калифорнии. Он просто сказал, ребята, corporate culture, your invisible weapon. То есть ваша корпоративная культура, ваше невидимое оружие. У вас могут либо переманить, либо уйти сотрудники. У вас могут украсть технологии, скопировать продукт. Ну, вообще все. Ресурсы, пятое, десятое. Но никто никогда не сможет сделать такую же корпоративную культуру, которую создали вы. Но ее надо создать, ее нужно взрастить, в нее нужно вкладывать. И когда она у вас будет в команде, потому что если у вас даже будет отличная мечта, отличные лидеры, но вы не построите корпоративную культуру, я думаю, что вы не сможете далеко пройти. Эта культура будет отличать и компанию. Культура отличает каждого человека в жизни, как он себя ведет, как он живет, какие действия он совершает. И также поэтому мы любим культуру стран, разных народов. У каждого своя культура. И чем богаче, сильнее культура, тем богаче, сильнее народ. Это правило жизни. Чем богаче, сильнее культура в каждом человеке, тем он более силен, красив, умен, привлекателен. И также компании. Эффективные, сильные компании, у них отличная, хорошая, своя культура. Вы ее не сможете повторить. Вы можете чему-то научиться, вы можете поспрашивать, но вы должны создать свою неповторимую, уникальную корпоративную культуру. И когда вы ее создадите, вы это почувствуете в один день. Вы почувствуете, как все изменилось, как многие вещи, которые тяжело шли, пойдут легче, как многие вещи казались далекими, станут ближе. То есть это все сила большой культуры. Поэтому старайтесь, думайте о ней, сами будьте очень культурными людьми. Личная культура чрезвычайно важна. Без личной, богатой культуры ты не построишь богатую корпоративную культуру, потому что это часть
каждого вклада личной культуры. Семейная культура строится на культуре дедушек, бабушек, родителей, детей, вот той культуры в семье, которая и ценностях воспитывается. Поэтому это очень важна, вот эта культура. Вообще, я вот личное мнение, вот в любой стране для меня самое главное министерство, если правильно быть, вообще я бы только их и имел, это вот Министерство культуры и образования. Ну, здравоохранение для так здоровья нации надо, но на самом деле люди о себе побеспокоятся. Вот культура и образование – это ключ к будущему, к настоящей хорошей жизни. И в человека, и общества, но и компании. Потому что все ваши продукты, все ваши достижения, все ваши решения, все ваши операционные системы, стратегии, все будут базироваться на вашей культуре, на вашем образовании. И это вот фотография части членов нашей команды. Мы были в Израиле, проводили совет директоров там. И вот одна из хороших вещей, которую мы услышали, мы были в музее Шимона Переса, одного из основателей государства Израиль. И вот у него есть такие слова, что «dream big», «мечтай по-крупному». И он говорит, об одной вещи я жалею, что я мечтал не так крупно, как мог бы. Хотя он основатель целой страны, которая сегодня является одной из лидеров западного мира. На самом деле очень богатая, умная, очень инновационная страна. Там, у них только экспорт IT-технологий 50 миллиардов долларов в год сейчас. То есть, но они были, это просто кусок пустыни и кусок моря. И вера, и надежда, да, и ценности, и культура. И самое главное, у них были отцы-основатели, там Голда Меир, Шимон Перес, еще группа людей, у которых была Dream Big. И даже они для себя говорили, эх, недостаточно мечтали, надо было больше, надо было дальше мечтать. Представьте, это он сказал, когда ему было там 85 лет, что ли, перед смертью. То есть это очень важные слова очень мудрого человека. И, конечно, это вот то, что я считаю, что настоящий Dream Team должны быть, и вот вижу из своего опыта, они должны быть мечтателями, они должны быть лидерами, и они должны быть друзьями между собой. Потому что вы проходите сложный путь, вы каждый день проводите много часов вместе, вы проходите, делаете выбор между добром и злом каждый день, между хорошим и плохим. Вам не просто, вы должны быть друзьями. На самом деле хорошая команда, хороший Dream Team – это хорошая команда друзей и мечтателей. И вот я расскажу чуть-чуть о нашем проекте. У меня не так много времени. Это вот High-Tech Academy, первая инновационная школа в этой части мира. На самом деле вторая такая есть только в США. И вот мы хотим создать ролевую модель. И там много отличных методик. Это первая PBL School, Project-Based Learning, Problem-Based Learning, Play-Based Learning. Это такие сложные инновационные понятия, как дети учатся играя, дети учатся, решая проблемы, дети учатся, совершая проекты, где их практика определяет их теорию. И это постоянный процесс теории и практики, тесных взаимоотношений, радости, счастья. Вот. И это вот мы для себя поняли, что это, оказывается, школа лидерства. Так воспитываются лидеры со всеми теми качествами, о чем я говорил прежде, но еще со скиллсами, с компетенциями, с пониманиями, с умениями общаться, там, креативность. Все, это все лишь компетенции. Мы должны знать, что вот одна вещь, которую меня научил мой путь в образовании, вот мы всегда думали, что креативность — это, я так думал, что это некое такое божье озарение, что вот креативный человек, вот он такой инноватор. Оказывается, это такая же мышца, как бицепс, трицепс. Если каждый день над ней работать, она растет. Но если не работать, она умирает. А работать надо с детства. Над ребенком надо работать с детства, чтобы он решал сложные задачи, сложные проблемы в состоянии счастья. И тогда его ум станет креативным. У него появится критическое мышление. Он научится работать в командах. Он научится ценить друг друга, сильные стороны. Он научится их создавать и научится достигать результатов. Это все надо делать в юности, к сожалению, то есть лучше в юности, так скажем, лучше в детстве, да, то есть казахтар айтқан, да, там жиырмада мы болмайды деген, то есть да, то есть очень важно это все развивать в свое время, и поэтому я ставлю на школьное образование.
И вот мы хотим создать ролевую модель для будущего казахстанского образования, может быть, кыргызстанского образования, Киргизии. Да, вы возьмете эти примеры, создадите их, может, свою. Это открытое поле, где мы обмениваемся друг с другом опытом и ищем лучшие практики и делаем, и хотим создать лучший мир через лучших лидеров будущего. И тогда и страны будут богаты, и воевать мы не будем. Будем только любить, общаться, делать свадьбы и создавать отличные продукты и торговать друг с другом. Это будут делать настоящие лидеры будущего, воспитанные в правильных ценностях, с правильными компетенциями, с правильными навыками. Ну и небольшое видео о группе Кусто. Я вот надеюсь, ребята его включат. Так. Не совсем то. Да, это сейчас чуть-чуть, ребята. Вот то видео было на последнем слайде. Как его включить? Я что-то просто... Вот последний слайд был, который у меня в презентации. Аплодисменты. Не-не, завис. Это так. Это буквально полминуты. Весьма символично, что под уникальное музыкальное сопровождение Имамбека, да? Аплодисменты хедлайнеру из Казахстана Еркен Татишев. Еркен, к большому сожалению, у нас осталось время только для одного вопроса. Да, мы исчерпали лимит. Единственное, для начала мне бы хотелось вручить нашим братьям казах бауырларыбызга особенный подарочек за просто классный дресс-код VQ. Бизнес Клаб получает от магазина Айва классные презентики. Уважаемые братья и сестры казахи, добро пожаловать на кыргызскую землю. Улкен рахмет. Кыргыз, казах бір туған демекші. Что мы делаем? Смотрите, Еркен, у нас возможность только для одного вопроса. И у нас один подарок, который, как, гости, а точнее участники форума озвучат 5 цитат. Из них вы выбираете, которая понравилась вам больше всего. И тот получает от нас подарок. Договорились? Хорошо. Все, поехали. Для начала первый вопрос. Первый и последний, к большому сожалению. Кому предоставят микрофон волонтеры? Тут просто на удачу. Да, нет, здесь ребята должны подумать. Задайте действительно важный для вас вопрос. Очень важный вопрос. Так, есть? Мы до сих пор в ожидании вопроса. Девушка в центре хочет прям. Я прекрасно понимаю, но мы честны и неподкупны. Да? Хорошо. Еркен, вы не против, если я подойду, задам вопрос туда, да? Чтобы не тратить лишний раз время. Каждая секунда для нас максимально дорога. Раз. Вы оттуда прибежали? Раз. Что мы делаем, Еркен? Пусть объединятся. Есть, да? Пусть вместе зададут вопрос. Ну, Если мы уже такой уйдем, без проблем. Одну минуту найду. Вот у меня всё, микрофон вопрос. включился. Эркин, ассаламу алейкум. Я просмотрел на сайте, вы показали карту Кыргызстана и карту соседних государств, где есть компании
вашей компании. У меня вопрос. Почему вы не инвестируете в Кыргызстан? Почему на этой карте нету точки в Кыргызстане? Ответьте, пожалуйста. И вообще, есть ли перспектива в инвестировать в Кыргызстан и в какие направления? Спасибо. Хороший вопрос. Хороший. И, может быть, сразу девушка скажет, и будем считать это одним Окей, вопросом. договорились. Спасибо большое за выступление. Это больше, наверное, личный вопрос. Я увидела у вас, что вы кендо занимаетесь, и хотела спросить, какие качества с кендо вам помогают в вашем бизнесе или в жизни? Я начну. Вот видите, девушка, я знал, что она задаст вопрос. Ну, она в форме кендо пришла, конечно. Да. Поэтому, ну, как и предупреждал меня мой сенсей в самом начале моего пути, что сейчас ты предприниматель, который занимается воинским искусством, и в один день ты станешь воином, который занимается предпринимательством. И эта трансформация произошла. И это удивительная сила боевых искусств. Вы должны стать воинами. Честно говоря, в жизни результаты приносят только воины. То есть нету другого варианта. Это мирные воины. Я не говорю о плохих, да, то есть это солдат или убийца. Нет. Настоящее понятие воин, настоящее понятие путь воина. Если вы это поймете, успех вас ждет. И моему младшему брату вот, да, скажу, что вот как раз у меня был от одного парня, Еркан Калиев, есть такой инвестор в Киргизии уже, по-моему, больше 10 лет. Это ЦТ Казахстан на Иссыкуле. И сейчас у него, насколько он мне написал сообщение в WhatsApp, что у него сейчас 6 месяцев идет рейдерская война. Кто-то почему-то хочет забрать у него ЦТ Казахстан, что-то там некрасивое, грязное происходит. И так что, брат, пока такие вещи происходят, сложно привлекать инвестиции. То есть очень сложно. На самом деле тратить жизнь, это не вопрос, что мы чего-то боимся или там каких-то рейдеров испугались. Нет, ну просто, знаешь, в жизни надо очень много делать, творить, созидать и тратить их на всякие мелкие войны там, с какими-то мелкими жадными там, чиновниками, агашками и бандитами. Просто жалко свою жизнь, просто, да, время свое. Поэтому, когда Киргизия решит вопросы, что такого в принципе не может быть, поверьте мне, много инвестиций придут от хороших людей. Спасибо. Максимально честный ответ. И Еркен, 3 цитаты сейчас нам озвучит, и одну выберите вы, которая понравится вам. Хорошо. Поехали максимально быстро. Действуем быстрее и быстрее. Так, есть цитату? Просто так, и вот есть рука. Побежали волонтеры, быстрее, быстрее, быстрее. Очень мало времени. Здравствуйте, меня зовут Ханукей. И моя цитата «Совершенству нет предела». Хорошая цитата. Опа, Хорошо. неплохо. Так, есть. Пока умный думал, дурак реку перешел. Я что-то не расслышал. Я тоже не расслышал. Пока умный думал, дурак реку перешел. Ага, это мы пока с вами думали, что за цитата, а он уже реку перешел. Да, конечно. И третий вариант. Здравствуйте. Здравствуйте. Если что-то и следует сделать, то только то, что можно считать невозможным. Так, интересно. Отлично. Все, 3 цитаты, выбирайте одну из них. Ну, я думаю, вот последняя очень близкая. Последняя очень близко, только я не увидел, где эта девушка с красным голосом. Все, мы вручаем вам подарочек, а именно лимитированную клубную карту спортивного стрелкового комплекса 9.19, позволяющая членам клуба получать скидки и бонусы в клубе 9.19, а также ряд преимуществ в стрелковом мире спорта. Большое спасибо, мы вам вручим ее здесь. Аплодисменты! Хедлайнеру из Казахстана Еркена Татисову!